Всем привет, уважаемые подписчики! Сегодня я вновь на природе. Хочу построить простой шалаш. Интересно самому, сколько времени у меня на это уйдет. Давайте подыщем место. Итак, думаю, это место подойдет. Между двумя этими деревьями поставить две рогатины, поперечную балку, сложить поваленные ветки. Их здесь очень много. Вот, например, одна из них уже найдена. Так что давай приступим. Ни одну ветку я не срезал, все нашел тут. Кое-что было уже до меня срезано, вот смотрите. Кое-что просто сухое валялось. Сейчас я положу более мелкие ветки. Некоторые ветки я кладу прямо сверху, используя сучки, точнее рогатины деревьев. Служат как хорошей подпоркой. А остальные вот так опять горизонтально, вертикально точнее. Под старой листвой я нашел пакет. Видно, в нем хранили цемент. Я его могу использовать для укрытия моего убежища. Чтобы укрепить эти концы, я просто беру свою старую веревку, которую когда-то нашел на рыбалке. Беру небольшой кусок, отрезаю, раскрываю, у нас получается 3 короткие веревки. Завязываем их. Обычным двойным узлом. И теперь у нас получилась одна длинная, но тонкая. Но в принципе нам для этого хватит. Делаем дырочку в пакете, в мешке. Все. Теперь он будет лучше держаться. Итак, примитивный шалаш готов. На его постройку у меня ушло около 60 минут, то бишь 1 часа. Я не срезал деревья, хотя здесь очень много ясеня, тонкого как раз для постройки шалаша, но, повторюсь, это не есть хорошо. Вот, теперь я подготовлю место для костра.
Ну а так неплохо я здесь устроился. Горит костер. Шалаш построен простой. Можно посидеть, поразмышлять, подумать. На сегодня у меня все, уважаемые подписчики и зрители ютуба. День выдался хороший. Шел дождик, но ничего. Как говорится, у природы нет плохой погоды. А с природой нужно общаться обязательно. Это как доктор прописал. Так что остаемся на канале, подписываемся и ставим пальчик вверх. До новых встреч, удачи вам и позитивных эмоций. Пока!